С брекетами. Это дебют. Мерси. Благодарю. Ребята, всем привет! Сегодня у нас долгожданная тема видео, потому что сегодня мы будем разбирать тренды октября и уже начала ноября. Я обожаю эту рубрику, потому что я люблю смотреть видосики, а с кем мне их еще смотреть, если не с вами. И для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Юля, я блогер и я продвигаюсь через Reels. Только с помощью Reels я уже за полгода смогла увеличить свою аудиторию в Инстаграме на 23 тысячи человек, возможно, уже даже больше. И как я это делала, вы можете посмотреть в моих закрепленных сторис про Reels, там, где я отвечаю на ваши вопросы, разбираю какие-то тренды, делюсь советами, и это на самом деле очень полезные хайлайты, поэтому обязательно посмотрите. Или вы можете записаться ко мне на консультацию, если вы тоже хотите снимать Reels, но не понимаете, с чего же начать. Я отвечу на все ваши вопросы, и мы разберем все проблемы, которые у вас есть на данный момент, так что все ссылки в описании под видео. И да, кто успел заметить, я поставила наконец брекеты, и вы так будете меня видеть где-то 2,5 года, так что можете мне написать, идет ли мне или нет, но если не идет, то лучше ничего не пишите. А теперь давайте и начнем. Я отобрала видео, которые либо сейчас очень популярны, либо были популярны где-то 2-3 недели назад, но под них все еще можно снять ваши Reels. И трендом может быть как само видео, как переход на видео, либо сама музыка на видео. Как раз это мы с вами будем разбирать. И мы вместе посмотрим все эти видео, и возможно я даже вдохновлю вас на то, чтобы вы сразу же сейчас сняли какое-нибудь видео с одним из этих трендов, а не просто откладывали их на потом. Так что давайте и начнем. Итак, первое видео. Кто еще не понял, это было мое видео, и оно уже дошло до 65 тысяч просмотров, и этот звук реально очень популярен был несколько недель назад. Сейчас под него все еще снимают видео, потому что он такой, знаете, осенний, спокойный, мудовый, в общем, реально очень классный, так что советую вам тоже снять под него свои видео. Но тут тоже есть какие-то свои детали, потому что, во-первых, я заметила, что под этот звук очень хорошо заходят именно осенние видео с осенними кадрами, с осенней обработкой, осенний, это так странно звучит, осенний, в общем, с осенней обработкой, и они должны подходить, в принципе, по настроению, по цветовой гамме друг к другу. И вы видите сами кадры, они будто бы записаны в слоумо. Я для такого эффекта снимала видео в 4К 60 кадров в секунду, чтобы потом при монтаже уменьшить скорость и сделать такой, знаете, более плавный эффект. Второе видео. Это очень классный и популярный звук. Мне кажется, что его уже слышали абсолютно везде. Если вы еще не слышали, то вы, конечно же, счастливчик, либо человек, который не сидит в Инстаграме. И очень круто, что такие драйвовые звуки подходят абсолютно под любую тематику, потому что, вот видите, на этом видео под него сняли такие, типа, переодевания, но также его можно использовать и для экспертного контента. Я использовала этот звук, так что смотрите, как я его адаптировала именно под свой блог. И это такое небольшое полезное видео, которое как раз таки по теме моего блога. И идеи для репоста сторис на самом деле могут понадобиться многим, кто выкладывает фото или видео у себя в профиле. Так что на этом, кстати, видео у меня уже более 400 сохранений. Третий тренд. На самом деле просто потрясающий звук, я его переслушивала очень много раз, он очень красивый, особенно если слушать его в наушниках. И опять же, под такой звук очень легко подойдет и какая-то нарезка видео с путешествий, и для фэшн-блогов тоже классно подойдет, и с переодеванием, и с мейкапом, очень круто будет смотреться именно какие-то такие переходы. Кстати, у себя в Телеграме я уже намного раньше выкладывала часть этих трендовых звуков, и уже многие люди под них сняли свои видео. Так что, кто все еще не подписан на мой телеграм-канал, я действительно не понимаю, что вас останавливает. Четвертый тренд.
Тут уже тренд не только на музыку, но и на переход через руку. Очень крутой тренд, как только я его увидела, я сразу же поняла, что мне точно надо снять под него свое видео. И, кстати, вы до сих пор можете снять с этим трендом свои видео, потому что обычно переходы на видео не теряют свою актуальность. И я изначально видела этот тренд в ТикТоке, и там он был немножечко другим, потому что там показывали не просто ладонь, а фак. Но я не буду вам это показывать, потому что вдруг YouTube меня заблокирует. А теперь я хочу показать, как я адаптировала этот тренд под себя. Изначально я хотела сделать экспертное видео, но мне в эти дни должны были поставить брекеты, и я подумала, что почему бы мне не сделать именно переход с этими брекетами. И вот мое видео. Кстати, я не просто так от балды сняла это видео, оно все равно граничит с темами моего блога, потому что у меня есть отдельные закрепленные сторис с моей историей установки брекетов, как я к этому шла, сколько я потратила, где я это делала и тому подобное, мой уход, поэтому я переводила людей на эти закрепленные сторис. Вот такой вот вам маленький совет. Пятый тренд. Этот тренд просто крышесносный, я обожаю тренды именно с такими какими-то легкими, прикольными переходами, так что я вам советую снять сейчас видео с этим трендом, потому что оно только набирает популярность, и я тоже хочу снять с этим трендом видео, и возможно я его даже сняла, пока вы смотрите это видео, так что обязательно заходите ко мне в профиль и смотрите, как у меня это получилось, если вам интересно. И можно сделать это переход со сменой образов, как показано на видео, или со сменой локаций, или с какой-то экспертностью. В общем, адаптировать его так, чтобы оно подходило под ваш блог. Шестой тренд. У меня нет столько пальцев на одной руке, но шестой. Снова потрясающий переход. Сегодня, знаете, какой-то день потрясающих видео и потрясающих переходов, поэтому мне все нравится. И тут тренд в музыке, в самом переходе и в смайликах. То есть сначала вы записываете первую часть видео и ставите смайлик сердца, когда вы, например, очень устали и хотите сдаться и падаете на кровать без сил. А вторая часть видео, там, где вы ставите смайлик мозга и начинаете уже что-то делать, либо заниматься спортом, либо еще что-то, чтобы не сидеть на месте, а к чему-то стремиться. Этот парень сделал свое видео без дополнительного текста, но я все-таки советую вам написать текст на самом видео. И я знаю, что не все умеют отжиматься, например, как и я не умею отжиматься, да. Поэтому вы можете сделать переход, как вы спиной ложитесь на кровать, а потом начинаете подниматься и качать пресс. Или, например, как закрываете ноутбук и открываете его обратно. На самом деле много идей можно придумать, просто главное, чтобы это подходило к вашему блогу. А вообще, если вы хотите узнавать все эти новые тренды, то я об этом говорю у себя в Инстаграме и в Телеграм-канале. И я часто выкладываю рилс именно с трендовыми звуками, поэтому вам просто остается посмотреть, сохранить себе и использовать тогда, когда у вас будет уже примерное видео. Так что я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Ставьте лайки, подписки, в общем, все как обычно, мне будет безумно приятно. И не забывайте подписываться на канал, берегите себя и своих близких. Всем пока!